Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Solid 5, и сейчас будем выполнять миссию, которая продолжает то, что мы начали в прошлой серии. Это была эвакуация капсулы И, она у нас улетела, и после этого нам стало известно, что нашли останки горящего человека. Нам сейчас их нужно будет экспроприировать. Находятся они в месте, которое показано у нас на карте. Место не очень приятное. Попробуем. Да. Заходим в район. Высадиться прямо здесь у нас не получится. Как видите, да, здесь, соответственно, показывает, что это будет все опасно. Поэтому мы альтернативным путем пойдем. Высаживаться будем стандартным днем. Оборудование у нас стандартное. Начинаем миссию. Посмотрим, что у нас сейчас есть интересненького. В принципе, мы эту базу уже брали несколько раз. Такая крепость. В прямом понимании этого слова. Форт, наверное, даже больше похоже так. Северка была места. Возможно, что-нибудь узнаем о правде горящего человека, потому что по факту, в общем, мы особо и не знаем, что это, кто это, как, почему и почему. Давайте посмотрим, как это сейчас находится на карте. Понятно. Вот, все сбрасываем, уже готово. Так, нам надо будет двигаться вот туда. Пробираться мы будем как иначе, как через вот это место. Здесь мы сейчас поднимемся. Опа. Да, вот попробуем просочиться сверху. Думаю, что мы немножко. Здесь, кстати, могут быть мины, потому что я уже натыкался на заминированные подходы и в Африке, и здесь. Поэтому вполне можно нарваться. Что-то мы там завершили какую-то разработку очередную. Давайте идем. Enemy presence detected. The map has been updated. Я вижу лекарственные растения здесь какие-то. А вот это что такое за штука, интересно? Колесо. Забавно. Давайте тогда попросим молчунью прошки. А мы пока полежим. Нам спешить особо сильно некуда. Пока спокойненько полежим. А, вот где мы высадились. Все, я понял, в какой точке. Buddy has infiltrated our map has been updated. Давай, проникай. Enemy presence detected. The map has been analysis complete. Так. Analysis complete. Ух ты, классно какой. Analysis complete. Тоже неплохо.
альпинист. Да, надо было, конечно, наверное, ночью. The map has been updated. Ночью надо было проникать. Ну да ладно. Enemy presence detected. The map has been updated. Сколько их тут? Analysis complete. Analysis complete. Так. И все ребята хороши как на подбор. Даже неохота их убивать. Ну что, давайте тогда, раз такая пошла канитель, попросим ее прикрыть. Зайдем, чтобы не светиться. Analysis complete. Берем. Так, берем винтовочку. Subject on board. Leave the rest to us. Переместимся сюда, посмотрим, что здесь у нас. КПС-10, мы потеряли вражеского снайпера. Остаемся на чеку. Прием. Это КП, понял. Будьте наготове. Конец связи. Привет, вы меня еще не потеряли. Кто-то еще есть. Нам не пишут, что захвачен. КПС-10, мы потеряли вражеского снайпера. Остаемся на чеку. Прием. Не потеряли бы его. Это КП, понял. Оставайтесь на чеку. Конец связи. Молчу, не здесь. И снайперов много.
Analysis complete. Полная боевая готовность. Прием. Красавчик. Это КП, понял. Смотрите, Вова, конец связи. Укладывай. The map has been updated. Клади его. Черт, там пацаны полезли. Это КП, понял. Занять оборонную позицию и найти снайпера. Конец связи. Блин. Надо подниматься вверх. КП-104, мы потеряли вражеского снайпера. Остаемся на чеку. Прием. Это КП, понял. Будьте бдительны. Не позволяйте им напасть на вас. Конец связи. Ну что, красавчик. Да блин, по ноге же стреляю. КП, это злой один. Тихий, выстрелы. Откуда сказать? Это КП, понял. Всем подразделениям. У нас могут быть нарушители. Конец связи. Что за фигня? Я не понимаю. Мы раньше прекрасно клали весь этот гадюшник вдвоем. Еще и с запасом. А сейчас у меня даже глушитель кончился. Ну высунься. КП, это Дмитрий 4. Только что слышал врагов. Направление отмечен. Какие будут приказы? Прием. Это КП, понял. Будьте начеку. Выкройте врага. Конец связи. Иди сюда. Куда ты побежал, придурок? Caution. Sandstorm approaching. Давай, иди сюда. Все, кончилась снайперочка наша. Ну давайте пройдемся. Посмотрим, что тут у нас есть. Analysis complete. Фигня какая-то, ну берем. Черт. КП, это Дмитрий 2. Закончили поиски. Никто не обнаружен.
coming too. Конечно. Roger that. Это КП, понял. Будьте наготове. Конец связи. Под нашу. Это тоже наша. Да-да-да, ищите обязательно. Найдите и потом еще раз найдите. Собираем наши трофеи. Analysis You complete. gotta extract him. Отлично. Это КП, понял. Оставайтесь на чеку. Конец связи. Analysis complete. Берем. Что здесь? Берем, отлично. Очень просто шикарно. Что тут? You gotta extract him. Песочка. Берем. Outpost captured. Что тут у нас? Subject on board. Leave the rest to us. Ну мы его видели еще со скалы. Давай, летай. He's coming too. Roger that. Тоже берем. Готово. Давайте дальше. Что тут у нас? Analysis You complete. gotta extract him. Тоже берем. Subject on board. Leave the rest to us. Вот это тут еще деятель. Analysis complete. Еще шикарно. You gotta extract him. Взяли его. Там еще кто-то на машине есть, но я думаю, Subject что on board. молчуливый Leave the rest to разберется. us. Сейчас вот с этим мы будем разбираться. Ну-ка, давайте за скалу его затащим, иначе молчание нам не разрешит разобраться с ним. Давай. Вставай. Укладывай. Еще укладывай. The map has been updated. Так, ну что, теперь давайте проникаем туда внутрь. Там уже будем заниматься бизнесом. Это труп у нас тоже, да? Здесь у нас открыто. Класс. Давайте двигаем. Ну давай открывай. Ничего нет, материалы есть. И давайте дальше. Тоже ничего. Что тут? Отлично.
Вот там вот ребят какие-то лежат, надо их, я думаю, что посмотреть в грузовичке. Давайте бежите. Analysis complete. Analysis complete. Ладно, давайте обоих заберем. Не особо мне интересно, конечно. Что здесь у нас дома? He's coming too. Roger that. Development complete. Тут ничего. Что здесь? Тоже похоже пусто. Окей. На нет, как говорится, и суда нет. Слушайте, ну и где же наше достояние, которое мы должны найти? Нет, здесь нет ничего. Окей, давайте дальше. Так, тут вот электричество. Так, ну одно крыло этого здания мы обошли. Давайте второе крыло посмотрим. Здесь вот как раз клетки какие-то есть. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Материалы. Что-то дырка какая-то. Еще материалы. Кладовка, что ли? Смотрите, сколько здесь материалов. Окей. И тут заперто. Так, это подъем наверх. Тут радиостанция. Круто, мы все вокруг оббежали, ничего нет. Неужели наверху? Да что-то я сомневаюсь. Давайте дальше. Где же еще-то может быть? Палатки там где-то. Здесь где-нибудь. Вот в том домике мы еще не были. Тоже пусто. Здесь кое-какой материал. Всякие пулеметы, базуки. Вот в этом не были, и вот в том еще не были. Давайте посмотрим. И здесь нет ничего. А здесь кто-то живой еще. Молчу, ли кого-то держит на контроле. Да и не понятно где. Давайте сюда поднимемся. Тут пусто. Внизу я видел, там что-то есть. Здесь. Ну что, мы здесь все обижали. Теперь нам остается вот тот домик еще. На всякий случай пистолет выберем со снотворным.
ничего нету тоже. Круто. Please select a Давайте deployment point. попросим ее еще пошпионить. Потому что я, честно говоря, даже затрудняюсь представить, где это может находиться. Палатки здесь все закрыты. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Давай, проникай. Как это еще палатка? Здесь все закрыто. В общем, какая-то загадка. Что-то мы упустили. Что мы могли упустить? А, вот он. The map has been updated. С рогами. Опачки. Круто. То есть это он притворился, чтобы один на один, что ли, с нами сразиться? Что это было? СССР на подошвах написано. Упокоили его душу. Ничего не понятно. Extraction arrived at Mother Base. Может быть, сейчас что-нибудь объяснят нам? Так, ну это мы пропускаем. Ну, расскажите, что было-то?
О, это мы, походу, на базе у нас. I barely recognize you, Colonel. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? Boss, I've updated the mission list. Updated. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. О, сколько много аудиокассет. Кто такой летающий мальчик? Вау, вау, супер. Development project has been added. Кстати, это тюрьма. Походу. И в тюрьме еще лазарет или что это? Это интересно. Какой-то есть этот. Надо брать. Противогаз. Так. Короче, вот в эту штуку попасть нельзя. В эту, походу, тоже нельзя. Вот. Если очень хочется, то можно, наверное. Так, ладно, как отсюда выбираться? Скажите мне. Я вот что-то не вижу ни одной лестницы. Круто. Меня посадили в тюрьму. А, нет, вон же лестница желтенькая. Вижу. Давайте выбираться. Хотя бы понять, на какой платформе мы находимся. Мы сейчас вот поднимемся, посмотрим. А, карантинная платформа это. Я же говорил, что она нам еще понадобится. Так, окей, давайте вызывать вертолет. Please select landing zone. Roger. This is Захват. Arriving shortly at LZ. Никаких охранников. Так же, как на платформе с животными. This is Захват. On station at LZ. Давай, жги. Gaining altitude. Зато нашли. Ну, это уже хорошо. Так, я думаю, что кассету мы сейчас найдем. Понимание того, кто это такой. Вообще, что происходило. Потому что пока для меня все. Side ops list updated. Mission list updated. Так, новая миссия какая-то. Смотрите, уже Please 5 select a миссий. mission. Смотрите, автономность, экстрим, проклятое наследство, это что-то новенькое. Невидимка, следы призрака. Караван предателей. Подождите, это же у нас уже миссии были все. Карго 2. Проклятое наследство. Так, ладно, пока не будем этим заниматься. Посмотрим. Как тебе тоже, что за цель мы там выполнили. Давайте посмотрим. Противогаз. Банально как. 3 человека персонала нам добавили. Ладно, нормально. Давайте на главной базе посмотрим. Ой, сколько погибших, печаль, беда. Окей. Ладно, давайте согласимся. И посмотрим аудиокассеты. Нам аж 4 штуки дали. Я думаю, что мы сейчас тогда их послушаем и на этом с вами прощаемся. Как всегда, да, традиционно, если интересно слушать, оставайтесь. Если нет, то всего вам доброго. Так. Горящий человек 3. Вот.
Я думаю, что здесь будет много открывающих фактов для нас интересно. Поехали. Volgan, the GRU colonel, was burned alive with a Shagohod during Operation Snake Eater 20 years ago. Despite suffering severe burns to his entire body, he still clung to life. After you left Seleniarsk, Volgan's body was taken to a research institute in the outskirts of Moscow. But modern medicine couldn't explain why he was still alive. Not that the colonel was any ordinary man to begin with. That constant electric current he had running through his body that he could unleash at will. To be honest, I was always uncomfortable around him. Thought I might get electrocuted just by standing nearby. The institute studying him was tasked with investigating and developing human paranormal abilities. The comatose Volgan was used to further the Soviet Union's research into such abilities. But not long ago, the facility burned to the ground. And Volgan's body was never found among the rubble, even though the fire started in the room where they were keeping him. This occurred at around the same time you woke up. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, and this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgan. It's not over yet. Back in '64, in Seleniarsk, you brought his plans for a utopia down in flames. That grudge is what's keeping him alive. The day the research facility holding Volgan burned down, a Soviet jumbo passenger jet happened to crash nearby, far away to the north of that hospital in Cyprus. On board the plane was a young boy who was being studied at the same facility. The plane fell to Earth from over 8,000 feet, but the boy's body was the only one not recovered. At almost exactly the same time as the crash, Volgan awoke in that facility. According to the Research Institute's documents, the gifts this boy demonstrated included psychokinesis and telepathy. To protect his mind from being inundated with other people's thoughts, he always wore a kind of gas mask. A rudimentary form of psychic insulation, apparently. We don't know where this boy is, but if Skullface is connected to him, we may cross paths with him yet. This boy is part of a new age, where nothing we understand about the world makes sense anymore. Don't let your guard down. Прикольно. А я вначале думал, что это не мальчик, а девочка. Так, ну что, давайте дальше про голосовых паразитов еще послушаем. So what were they doing at Nzoya Badia, Baloo? That facility with all the people laid out in rows. The abandoned factory Shibani was held in. It is precisely as you guessed. Black Anna was coding languages into the vocal cord parasites. They infected the subjects with the parasites, then made an incision in the throat to expose the vocal cords. That allowed them to play recordings of a desired language directly to the parasites. And the parasites learn the languages that way. That's some teaching method. I just don't get how a bunch of bugs had the brain power for it. They don't. Do not judge them by human standards. They do not learn as a function of intellect. Then how do they do it? What language the parasites react to is coded into their genes. You could expose the Japanese strain to English for years, and it would never learn the language and react to it. The pronunciation, rhythm, and structure are different. But what about, say, Spanish and Portuguese? Linguistically, the two are very close. Yeah, they're both Ibero-Romance languages. Even so, a Spanish language mating pair exposed to Portuguese will not copulate. Only when they hear Spanish. Only then. And the majority of their offspring will be the same. So it's a literal case of a mother tongue. But if that's so, I don't see how the different strains could be created in the first place. Well, among the many thousands of offspring, there may be just a few that react to Portuguese. You're talking about mutations. Correct.
Playing the tapes helps to identify the mutant strains. Those specimens are then isolated and bred with one another. From their children, specimens that react most strongly to Portuguese can again be selected and bred. Repeating this process creates a strain that reacts solely to Portuguese and never to Spanish. Mutation and selection. No different to breeding roses. So you kept increasing the change over the generations, adapting them to languages from all over the world. Must have taken a hell of a lot of patience. More like patience. Just how many died for this? There's something I still don't get. In order to tell which larvae will react to Portuguese, you'd have to let them develop and then see which copulate. That means you'd need tens of thousands of guinea pigs. There's no way you could do that in a facility that small. For normal selective breeding methods, you would be right. But there is a more effective selection method when training the vocal cord parasites. Go on. It is not only when mating that the parasites listen for language. Shortly before hatching, larvae display markedly increased activity in reaction to particular language. The active eggs can be identified under a black light. So the eggs that react to Portuguese are selectively placed in the throats of subjects. So you see, narrowing down strains that react to the target language is an effective process. Though I'm sure that even so, many lost their lives to create the various strains. Taken against their will into that dungeon. There are two reasons for playing the tapes for the parasites. One, to isolate the eggs that respond to the target language. And two, to cause the specimens raised from the selected eggs to mate. I get how the system works. But why do they respond to language before they even hatch? It's not like they can mate from inside an egg. It is because the larvae learn the language before hatching. You mentioned that what language the parasites respond to is hard-coded into their genes, and that they don't have the brain power to actually learn a language. But then you say that the larvae at Nzoia Badia Bulu were learning the languages in the egg. Your story doesn't add up. Your country is home to a unique songbird. The Japanese bush warbler. Sure, what of it? What a beautiful call it has. But no bush warbler can sing it perfectly at the start. As chicks, they can barely chirp at all. They must learn from their parents and other adult birds. Only then can they sing properly and attract females. So naturally, there are individual differences in each bird's call. Though they start on the same footing, each bird is influenced by its teachers. And the parasites are the same? Like the birds, the parasites have a genetic predisposition towards a particular language. But while in the egg, the larvae's ears are tweaked by listening to the voice of the host. This tweaking ensures that the grown parasites will react better to the host's speech pattern. Why would they have an ability like that? Well, there are distinct regional differences within even the same language. Rare is the language that has no unique dialects. Rain Yes. approaching. Learning the host's speech pattern before hatching attunes the larvae to whatever twist of pronunciation it will encounter. This adaptive ability is what makes them so formidable. I see. So a language requires selective breeding, but the parasites can learn dialects by themselves. Of course, having the egg-stage larvae listen to the tapes in the factory was not meant to teach them. It was more important to use that trait of theirs to identify the mutated strains. As I mentioned earlier, Is that really accurate enough to use as a weapon? You could wipe out a neighboring ethnic group by accident if their pronunciation is too close. what you say is true. In that sense, they are imperfect.
as ethnic cleansers. But for his purposes, they are good enough. His objective was not to exterminate any one ethnic group, but to render the world's lingua franca, English, inert. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда прощаться. Большое спасибо, что вы смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.